Привет! Будем откровенны, вряд ли кто-то из вас хоть раз задумывался о том, чтобы приехать в Люксембург. Мы, если честно, тоже, но раз уж мы здесь, давайте поговорим об этой стране. Если кратко, то в этом выпуске мы с вами немного поговорим про экономическое чудо Люксембурга, прокатимся по нескольким древним и не очень древним замкам, заедем в одну всемирно известную деревушку с богатой винной историей и посмотрим некоторые природные особенности этой страны. Но для начала давайте разберемся, а что мы вообще знаем про Люксембург? Нихуя! За исключением того, что это очень маленькая и очень богатая страна, расположенная где-то в Европе. Про экономику мы еще поговорим, а пока давайте разберемся с названием, которое вообще никак не связано со словами люкс или лакшери. Само слово Люксембург происходит от двух древневерхнемецких слов – люцил, что означает маленький, и бург, что означает замок или укрепленный город. А вот так выглядит официальное название страны. Если переводить дословно, то получается, что Люксембург – это великое княжество маленького замка. Своего рода оксюмарон. Географически герцогство находится в довольно-таки скучной зоне между Германией, Францией и Бельгией, так что ни моря, ни гор здесь нет. А по размерам он примерно как 7 Минсков, 5 Варшав, 3 Киева или 1 Москва. Вопреки мнению большинства, Люксембург не является карликовым государством. Он своего рода пограничник. Все страны, которые меньше Люксембурга по площади, считаются карликовыми, а остальные нет. Столица и самый крупный город Люксембурга, собственно, и есть тот самый маленький и укрепленный город, то есть Люксембург. Также Люксембург является одной из самых безопасных стран мира, а в 2019 году его столица была признана самым безопасным городом на планете. Население Люксембурга чуть более полумиллиона человек. А что касается всемирно известных личностей, они, наверное, есть, но я их не знаю. Несмотря на свои довольно скромные размеры, Люксембург сыграл довольно значимую роль в жизни послевоенной Европы. Так, в 1944 году совместно с Нидерландами и Бельгией был образован экономический союз Бенилюкс, который послужил своего рода прародителем Европейского Союза. А в 1985 году здесь, в небольшой деревеньке на границе Франции, Германии и Люксембурга, было подписано первое соглашение об упрощении визового контроля между этими странами. А название этой деревеньки все мы с вами прекрасно знаем. Это Шенген. Но по правде говоря, в европейских странах Шенген больше известен не как место зарождения безвиза, а как один из самых холодных винных регионов в мире. История местных вин насчитывает более 2000 лет, и на сегодняшний день здесь располагается более 300 виноделин. Практически все виноградники Люксембурга сосредоточены в одном месте, на берегу реки Мозель, и занимают территорию в 250 квадратных километров, или 1% от общей площади страны. Из-за особенностей климата и месторасположения подавляющее большинство виноградников отданы под белые сорта, а самые популярные местные вина – это Креман и Рислинг. Давайте поговорим немного про экономику. Сейчас вот здесь вы можете видеть топ стран по ВВП на душу населения. Что здесь делает Ирландия, я не знаю, но Люксембург стабильно входит в пятерку этого рейтинга. Основа экономической стабильности Люксембурга – это офшоры, сектор финансов и мертвые души. Многие маленькие страны выступают офшорными зонами для разных видов бизнеса. Люксембург же решил не мелочиться и ввел специальный налоговый режим для самой что ни на есть денежной отрасли – сферы финансов и инвестиционной деятельности. На 2024 год в Люксембурге зарегистрировано около 150 тысяч различных компаний, более 1000 инвестиционных фондов и располагается более сотни банков. А свои офисы здесь имеют такие компании, как Amazon, Skype, iTunes, Rakuten, PayPal и множество других. Что же касается мертвых душ? Здесь практически все как у классика. Только наоборот, все эти души живые. Все дело в том, что в Люксембурге постоянно работает более 200 тысяч иностранцев.
И как бы продукт они производят, а в статистике не учитываются. А еще, несмотря на сверхвысокие зарплаты и дороговизну жизни, Люксембург отметился одним довольно знаковым социальным достижением. Он стал первой в мире страной, отменившей плату за проезд во всем общественном транспорте, без каких-либо дополнительных условий. Одной из основных причин такого решения было желание снизить количество автомобилей на местных дорогах. Мы тут приехали на заправку и вдруг решили посчитать, как далеко можно уехать, получая среднюю зарплату по Люксембургу. И если у вас расход примерно 10 литров на 100 километров, то вы можете проехать расстояние примерно как от Лиссабона до Владивостока и вернуться назад в Лиссабон. Ну что ж, город мы посмотрели, пора выбираться за его пределы. Хоть гор здесь и нет, но мест, чтобы подзапыхаться, предостаточно. Но перед тем, как переходить к природным особенностям Люксембурга, давайте поговорим про замки. Люксембург в целом выглядит как капсула времени, запечатанная где-то в веке так 18. Поэтому, если вы любитель средневековья и архитектуры в целом, тогда эти края вам точно понравятся. Лично для нас все эти замки и дворцы интересны в основном только внешне, поэтому просто нарезочка. В своих путешествиях мы видели множество замков, но тот, что вы увидите сейчас, вызвал у нас какие-то особые чувства. По правде говоря, это и не замок вовсе. Поместье Турильбах – плод фантазии и мастерства лишь одного человека – Пола Гилсона, начавшего строительство этого архитектурного шедевра в 1964 году и проработав над ним вплоть до своей смерти в 2007. Но даже зная тот факт, что это место довольно современное, Турильбах ни на йоту не становится хуже. Как вы уже могли догадаться, в этой поездке нам просто катастрофически не повезло с погодой. Но кое-что мы все-таки смогли посмотреть. Несмотря на отсутствие гор, в Люксембурге есть свой хайкинг и трекинг. Одна из территорий для хайкинга носит негласное название «Маленькая Швейцария» и находится на границе с Германией. Протяженность маленькой Швейцарии не такая уж и маленькая и составляет примерно 112 километров, пролегающих среди лесов, рек, скал и водопадов. Но, к нашему сожалению, из-за плохой погоды многие тропы были закрыты.
С нашей поездки в Люксембург прошло уже более 3 недель, и за это время мы успели проехать от Амстердама до австрийских Альп и побывать в куче красивых мест. Но Люксембург почему-то запал в сердечко. И за эти 3 недели, мне кажется, я понял почему. Такие страны, как Люксембург, не так популярны в медиа, как Швейцария, Италия и еще десятки сотен мест на нашей планете. И как раз таки отсутствие Люксембурга в нашем информационном поле играет ему на руку. Перегретые ожидания – это в целом одна из основных проблем, которая может испортить впечатление даже от классного места. А отсутствие ожиданий от чего-либо вряд ли когда-нибудь сыграет вам в минус. Именно это и произошло с Люксембургом. Как сказал один древнегреческий философ, ваши ожидания – это ваши проблемы. Поэтому попытайтесь не создавать себе дополнительные неприятности хотя бы во время путешествий. Пока!